Шрек грубит окружающим. Шрек утверждает, что ему никто не нужен. Шрек живет в изоляции, не умеет говорить о чувствах и при малейшем намеке на отвержение немедленно уничтожает отношения. Но стоит кому-нибудь действительно исчезнуть из его жизни, как Шрек садится на дракона, штурмует дворец и срывает свадьбу. Уважаемые сотрудники, перед нами эталонная цундере. Очень большая, очень зеленая и по неизвестной причине пахнущая луком. Для начала необходимо устранить одно распространенное заблуждение. Цундере не обязательно быть маленькой девушкой, которая краснеет, бьет человека табуреткой и утверждает, что приготовила ему обед совершенно случайно. Это лишь одна из форм заболевания. В действительности цундере определяется не внешностью, полом или наличием школьной формы. Это поведенческая система. Снаружи такой человек демонстрирует грубость, холодность или раздражение. Внутри же он испытывает сильную потребность в близости. А между двумя этими состояниями находится полностью разрушенная система коммуникации. Теперь откроем личное дело Шрека. Шрек постоянно утверждает, что любит одиночество. Ему не нужны соседи, ему не нужны друзья, ему не нужны вообще посетители, какие бы то ни было. Ему нужен только собственный дом, грязевая ванна и возможность спокойно сушить одежду при помощи пердежа. На первый взгляд все ясно. Человек просто хочет жить один. Дело закрыто. Казалось бы. Однако сам Шрек позднее объясняет ослу, почему именно он избегает окружающих. Люди пугаются его внешности и считают его опасным еще до того, как узнают. То есть Шрек не родился с мечтой провести всю жизнь в одиночестве. Он был отвергнут окружающими, после чего превратил одиночество в собственный выбор. Это очень важное различие. Шрек не говорит «мне никто не нужен». На самом деле его поведение означает «вы все равно меня не примете, поэтому я прогоню вас первым». Болото является не просто жилищем, это эмоциональная крепость. Отношения Шрека с ослом дают нам первое железное доказательство. Посмотрим на слова Шрека. Он требует, чтобы осел ушел. Он не признает его другом. Он утверждает, что никакого «мы» не существует. Есть лишь я и моя топь. Теперь посмотрим на действия. Шрек позволяет ослу оставаться рядом, берет его с собой в путешествие, спасает от опасностей и постепенно делает его единственным существом, которому рассказывает о своих страхах. Это базовый симптом цундере. Рот отрицает привязанность, но все остальное тело уже участвует в совместном приключении. Но осел не просто становится свидетелем, он первым ставит Шреку диагноз. Во время конфликта осел прямо заявляет, что Шрек прячется за своими слоями, потому что боится собственных чувств. И как реагирует Шрек? Возможно, спокойно обсуждает проблему. Или признает, что осел прав? Может быть, благодарит друга за честность? Нет. Он запирается в туалете типа сортир и требует оставить его в покое. То есть Шрек отвечает на обвинения в эмоциональной закрытости, максимально эмоционально закрываясь. Главная проблема начинается после знакомства с Фионой. Пока она является для Шрека просто заданием, он ведет себя относительно стабильно. Да, грубит, раздражается, спорит, но сохраняет способность нормально разговаривать. Но затем между ними возникает близость. Они начинают шутить, проводят время вместе. Шрек становится мягче и даже готовит для Фионы подарок и собирается признаться в чувствах. И именно в этот момент происходит катастрофа. Шрек слышит часть разговора Фионы со ослом, где Фиона называет себя страшным чудовищем. Но Шрек решает, что речь идет о нем. Что бы сделал эмоционально здоровый взрослый огр? Он мог бы задать вопрос. Всего один. Да ёбан. Что бы сделал эмоционально здоровый взрослый огр? Он мог бы задать один вопрос. Всего один. Например, прости, ты сейчас обо мне говорила? Или у нас появилась еще одна неизвестная проблема? Но Шрек не задает вопросов. Он мгновенно принимает худшую версию. Утром он становится холодным, передает Фиону Фаркуаду, возвращается на болото и заодно прогоняет осла, потому что разрушать отношения лучше сразу оптом. И вот здесь находится второй железный аргумент.
Шрек становится особенно грубым не тогда, когда ему все равно. Он становится грубым именно тогда, когда Фиона становится для него важна. Если бы он действительно не испытывал чувств, ее предполагаемое мнение не причинило бы ему боли. Его агрессия является прямым следствием привязанности. Чем сильнее Шрек любит, тем быстрее пытается от любви избавиться. Это уже не просто цундеры, это цундеры с функцией автоматического самоуничтожения. После предполагаемого отвержения Шрек не пытается вернуть Фиону. Он поступает гораздо разумнее. Лично передает ее другому мужчине и уходит страдать домой. Возможно, институт впервые наблюдает цундера, которая не просто скрывает чувства, а самостоятельно организует собственное романтическое поражение. Однако осел снова выполняет роль аварийной службы. Он объясняет Шреку, что тот ошибся, и Фиона не отвергала его. После этого Шрек немедленно отправляется останавливать свадьбу. И тут обратите внимание на закономерность. Когда Шрек думает, что его не любят, он исчезает. Когда понимает, что возможность быть любимым все-таки существует, он готов ворваться в церковь верхом на драконе. Среднего положения у него нет. Система работает только в двух режимах: «Оставьте меня в покое» и «Я сейчас разнесу ваше королевство ради любви». Для обычного общения болотный организм не приспособлен. После свадьбы можно было бы предположить, что Шрек окончательно преодолел цундеризм. Фиона любит его, осел остается рядом в качестве близкого друга. Шрек больше не скрывает свои чувства. Но затем он прибывает в Тридевятое королевство и сталкивается с новым отвержением. Отец Фионы считает его неподходящим мужем, а фея крестная убеждает Шрека, что рядом с ним Фиона никогда не получит счастливую жизнь. И старый защитный механизм немедленно возвращается. Но в этот раз Шрек начинает верить, что он недостаточно хорош для любимого человека. Далее, разумеется, чтобы сделать Фиону счастливой, он принимает зелье и меняет собственное тело. Причем осел напоминает ему, что Шрек любит быть огром. Но Шрек отвечает, что Фиону он любит больше. Это чистейшее проявление его мягкой стороны. Шрек готов отказаться от собственной внешности, привычной жизни и даже природы ради любимого человека. Но сразу после этого он видит Фиону рядом с прекрасным принцем. И что он делает? Может быть, на этот раз разговаривает с ней? Нет, он решает, что Фионе будет лучше с другим, после чего уходит, не задав ни одного вопроса. Мы наблюдаем тот же цикл. Шрек любит, Шрек чувствует себя недостойным, Шрек принимает решение за Фиону, Шрек исчезает, и Шрек называет все это заботой. Это третье железное доказательство. Он не просто скрывает любовь за грубостью, он убеждает себя, что обязан отказаться от любимого человека именно потому, что любит его. Такой тип следует классифицировать отдельно. Самоотрицающиеся цундеры. Обычная цундера говорит: «Ты мне не нравишься». Шрек говорит: «Ты мне нравишься, поэтому я решил, что тебе нужен кто-нибудь другой». Что, разумеется, значительно глупее. И потому научно интереснее. К моменту появления детей Шрек уже умеет признавать любовь к Фионе, но впереди остается значительно более сложная задача – признать, что он хочет стать отцом. Когда Шрек узнает о беременности Фионы, он не радуется, он паникует, начинает раздражаться, представляет собственную жизнь полностью разрушенной и видит кошмары, в которых младенцы заполняют все доступное пространство и методично уничтожают остатки его психики. На первый взгляд это выглядит как обычный страх перед детьми, но проблема находится глубже. Шрек боится не самих детей, он боится себя рядом с ними. Его собственный отец однажды пытался его съесть, и поэтому представления Шрека о семейном воспитании сформированы, мягко говоря, нестандартно. В разговоре Шрек случайно вместо слова «король» произносит слово «отец», после чего немедленно отрицает, что вообще думал об отцовстве. Наш объект случайно произносит собственный страх вслух и сразу делает вид, что ничего не произошло.
Поведение полностью соответствует установленному диагнозу. Шрек уже привязался к детям, которых еще даже не видел, и именно поэтому мысль о них вызывает такую сильную защитную реакцию. Он боится оказаться плохим отцом, боится повторить ошибки собственной семьи, боится, что не сможет дать детям то, чего никогда не получал сам. Но вместо того, чтобы сказать «я переживаю, что не справлюсь», Шрек выбирает традиционный болотный способ коммуникации, ворчит, злится и пытается уехать как можно дальше от дома. Однако позднее он разговаривает с Артуром, который чувствует себя ненужным и брошенным. И неожиданно оказывается, что Шрек прекрасно понимает его страх. Он объясняет Артуру, что происхождение не определяет, кем тот станет, что чужое отвержение не делает его недостойным. Фактически Шрек говорит Артуру именно те слова, которые когда-то были нужны ему самому. Страх отцовства исчезает не тогда, когда Шрек перестает бояться. Он исчезает, когда Шрек понимает, что уже способен стать другим отцом, не таким, каким был его собственный. И в финале объект возвращается домой, принимает детей и погружается в семейную жизнь с выражением существа, которое все еще не понимает, что происходит, но уже готово ради этого умереть. И это 4-е железное доказательство. Шрек сопротивляется отцовству именно потому, что оно для него важно. Его раздражение снова скрывает не отсутствие любви, оно скрывает страх оказаться этой любви недостойным. Любая гипотеза нуждается в контрольной проверке, и однажды Шрек получает возможность вернуть прежнюю жизнь. Никаких семейных обязанностей, никаких детей, никаких праздников, никто не вторгается на болото. Все снова боятся Шрека и оставляют его в покое. Иными словами, объект получает именно то, чего якобы всегда хотел. И что происходит? Шрек почти сразу понимает, что эта жизнь пуста. Ему не хватает Фионы, ему не хватает детей, ему не хватает осла. Даже осла! Это особенно серьезное доказательство. Шреку возвращают полную свободу и абсолютное одиночество. Но теперь, когда одиночество перестает быть защитой и становится реальностью, оно больше не приносит ему никакого удовольствия. Шрек добровольно отказывается от прежней жизни ради семьи. Следовательно, изоляция никогда не была его истинной потребностью. Она была способом не потерять тех, кого он еще не успел полюбить. Шрек хотел не остаться один. Он хотел избежать момента, когда его снова оставят. Это разные вещи. Шрек отталкивает окружающих раньше, чем они успевают отвергнуть его. Чем сильнее он привязывается, тем агрессивнее пытается защититься, а получив возможность вернуть абсолютное одиночество, отказывается от него ради семьи. Итоговый индекс цундеризма 86%. Оставшиеся 14% сняты за отсутствие визуально подтвержденного покраснения.